Ника Дженкинс – самый опасный заключенный в мире. Всем панкейк, дорогие друзья! Весной 2017 года в штате Небраска Ника Дженкинса, хладнокровного убийцу, лишившего жизни 4 человек, приговорили к смертной казни. Преступник любым доступным способом старался и до сих пор старается перенести время исполнения решения суда, заявляя о своей невменяемости, нанося физические увечья, предпринимая попытки самоубийства. Кто же он, как и почему это произошло? В этом ролике вы узнаете, правда ли Ника Дженкинс душевно больной, скольких и зачем он убил, а также сколько лет ему придется сидеть в тюрьме. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, а мы начинаем. К высшей мере наказания смертной казни коллегия из 3 судей приговорила 30-летнего жителя штата Небраска Ника Дженкинса. Мужчина, жестоко убивший 4 человек, заявлял, что приносил людей в жертву по приказу египетского бога змеи. Убийство Дженкинс совершил в августе 2013 года. Первое из них всего через 11 дней после освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание за угон автомобилей. Задержать его удалось практически сразу, однако долгое время эксперты не могли понять, может ли Ника Дженкинс, страдающий шизофренией и, возможно, биполярным расстройством, отвечать за свои действия. Однако, в конце концов, психиатры пришли к выводу, что мужчина способен отличить правильное от неправильного, а каждое из своих убийств планировал и тщательно к ним готовился. Администрация тюрьмы, где Ника провел несколько лет в ожидании приговора, охарактеризовала его как абсолютного психопата. Отмечается, что мужчина сознательно уродовал свое тело, покрывая лицо шрамами и татуировками. В частности, он вырезал на своем лбу число 666. Кроме того, он разрезал собственный язык и пенис, чтобы, по его словам, придать им схожесть со змеиным языком. Но давайте по порядку. Ника Аллен появился на свет 16 сентября 1986 года в Колорадо. Его родители, Лори Дженкинс и Дэвид Мэгги, воспитанием детей не занимались. Наоборот, их отпрыски были подвержены домашнему насилию. За любую оплошность следовало физическое наказание. Большинство родственников мальчика отбывало срок в местах лишения свободы. Сам Ника впервые попал в поле зрения правоохранительных органов, когда ему исполнилось 7 лет. Ребенок где-то раздобыл пистолет, принес его в школу. В тот день никто из одноклассников не пострадал. Администрация школы изъяла оружие и передала в полицию. Диагноз «психическое расстройство» был поставлен Дженкинсу в 9 лет. Когда юноше исполнилось 11, его выгнали со школы. Ника проявлял по отношению к одноклассникам агрессию, совершал насильственные действия. В период с 7 до 15 лет Дженкинс находился на учете в полиции. К 13 годам на его счету было несколько разбоев. Во время одного из них юноша был вооружен ножом. За совершенные разбои суд приговорил Дженкинса к 21 году тюремного заключения. Он отсидел 10,5 лет. За эти годы Ника не был примерным осужденным. В 2006 году преступник принимал участие в бунте заключенных. Когда Дженкинса отпустили на похороны бабушки, он предпринял попытку нападения на охранника. Несмотря на все подвиги, в июле 2013 года Ника вышел из тюрьмы. Он обвинил американское законодательство в том, что оно выпустило его на улицу, ведь без квалифицированной помощи он не сможет справиться с демонами, которые живут в его голове. После освобождения из тюремного заключения в течение 10 дней Дженкинс убил и ограбил 4 человек. Первое преступление было совершено менее чем через 2 недели пребывания на свободе. Хронология, жертвы и обстоятельства, при которых были совершены убийства. Около 5 часов утра 11 августа 2013 года патрульный обнаружил 2 тела в белом пикапе Ford, припаркованном возле городского бассейна на 18-й и F-стрит в парке Спринг-Лейк. 2 жертвы, опознанные как Хуан Урибе Пена и Хорхе К. Кахигаруис, были убиты выстрелами в голову, а их карманы вывернуты наизнанку. Их заманили туда, думая, что они смогут вступить в сексуальные отношения с 2 женщинами. Случайное двойное убийство положило начало веселью Дженкинса менее чем через 2 недели после его освобождения из тюрьмы 30 июля. 19 августа около 7 часов утра.
Тело Кертиса Брэдфорда было обнаружено возле отдельного гаража на 18-й и Кларк-стрит, мужчиной, возвращавшимся домой с ночной смены в магазине. Прибывшие следователи обнаружили 2 пулевых ранения в спине Брэдфорда. Позже выяснилось, что Брэдфорд и Дженкинс позировали для фотографии в Facebook, опубликованной накануне. Брэдфорд будет единственной жертвой, знакомой Дженкинсу. 4-я и последняя жертва Дженкинса, Андреа Крюгер, была обнаружена 21 августа около 2 часов 15 минут ночи заместителем шерифа, отвечавшим на звонок. Ее тело было найдено лежащим на дороге на 168-й улице и Форд-стрит с множественными ранениями от дробовика 12-го калибра на лице, шее и плече. Крюгер возвращалась домой после смены бармена около 178-й улицы и Пасифик-стрит. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что она запирала зал ожидания «Дежавю» в 1:47. В 6:30 того же вечера золотой внедорожник Крюгера «Шевроле Траверс» 2012 года был найден брошенным в 12 милях в переулке на 43-й улице и Чарльз-стрит. Позже на той неделе шериф округа Дуглас Тим Даннинг провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что следователи полагают, что внедорожник был брошен примерно через 2,5 часа после угона и что была предпринята слабая попытка поджечь салон автомобиля. Дженкинса арестовали 30 августа 2013 года по обвинению в терроризме. В ходе следствия 3 сентября Ника признался в совершенных убийствах. Преступник заявил следствию, что все противоправные действия он совершал по приказу древнего бога Апофиса. Если бы стражи закона его не остановили, он продолжил бы приносить жертвы. А перед тем, как мы продолжим, советуем подписаться на наш канал, поставить лайк и не забыть про комментарий под видео. Так наши ролики смогут увидеть больше людей. В феврале 2014 года Дженкинс выставил иск штату Небраска. Он требовал выплаты компенсации в размере $24,5 миллионов. Преступник заявлял, что содержание в одиночной камере усилило его шизофрению. Кроме того, в совершении преступлений он обвинил власти. Якобы во время предыдущего тюремного заключения он неоднократно говорил, что слышит голоса, но никто не обратил на это внимания. Дженкинс требовал признать себя невменяемым и отправить на лечение в психиатрическую клинику. Судья назначил экспертизу, в ходе которой выяснилось, Ника симулирует психическое нездоровье. Если он и страдает, то антисоциальным расстройством, игнорируя и нарушая права других людей. После того, как Дженкинса признали здоровым, состоялся суд. На процессе преступник под руководством адвокатов-консультантов самостоятельно представлял себя. Когда прокуроры пересказывали судьям подробности совершенных Ника убийств, он громко смеялся, завывал, выкрикивал слова на иностранных языках. В апреле 2014 года судья Питер Батайан признал Дженкинса виновным в совершении 4 убийств. Приговор должны были огласить в августе 2014 года. Судья хотел убедиться, что преступник понимает, о чем идет речь, соображает ли Ника, что ему светит смертная казнь. Региональная психиатрическая больница не могла обеспечить безопасность других пациентов, поэтому не рискнула принять убийцу, но согласилась лечить пациентов в тюрьме. В мае 2017 года Дженкинса приговорили к 450 годам заключения и к смертной казни. Чтобы доказать свою невменяемость, Ника разрезал надвое язык. Когда это не помогло, пытался отрезать мужской детородный орган. Весной 2020 года убийца подал апелляцию, но Верховный суд США не принял ее к рассмотрению. Немного интересных фактов о герое, или скорее злодее нашего выпуска. Жительница города Лаббок, что все так же в штате Техас, завела роман с приговоренным к смертной казни убийцей и планирует выйти за него замуж. Об этом сообщает издание Daily Mail. 46-летняя Доуэн Аргуэльо полюбила Дженкинса, когда работала волонтером в тюремной группе правозащитников. Доуэн полагает, что он не такой, каким его показывают СМИ, и называет его очень чувствительным и умным человеком. Каким образом они представляют себе это, неизвестно. Будет ли церемония венчания или ужин, никто не в курсе. Люди сомневаются, что их вообще допустят видеться вместе. Вдруг что случится с возлюбленной. Также Аргуэлью расстроило, когда Дженкинс вытатуировал на своем лице ее имя. «Ему не нужно так калечить себя», — говорит она. Она проявляет повышенный интерес к жизни в тюрьме, интересуется тематическими книгами, фильмами и телевизионными программами.
А как бы вы поступили на месте судьи? Сколько лет бы дали Нико и правильно ли власти делают, что не верят его попыткам признать свою невменяемость? Будет интересно почитать об этом в комментариях. Пока вы не ушли, напоминаем поставить лайк под видео и подписаться на канал. Это будет лучшей благодарностью за проделанную работу. Ну а пока с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!